Когда Бэнкси думает, что создал что-то оригинальное, то выясняется, что Блэк Люра уже делал такое же, еще 20 лет назад. Включаем антиплагиат. Солдаты у них с Блэком на одно ружье, из которого цветок торчит, но не полностью же Ctrl-C, Ctrl-V. Обнаружено сходство между балеринами, Иисусами и Девами Мариями. Хотя, если так размышлять, то оригиналы нужно пораньше поискать. У Дега, Веласкеса и Рафаэля Санти. Есть подозрения на похожесть по темам: социальное неравенство, борьба за свободу слова и противостояние милитаризму. Ну а что мы хотели, если ничего не меняется и проблемы только усугубляются? А вот с крысой все однозначно. Она стала визитной карточкой Блэка еще в 81-м, и Бэнкси себе другое животное выбирать не стал. Крыса-певиса, крыса-рапериса, крыса-анархиса, крыса-пацифиса. Крыскусство какое-то. Но для Бэнкси крыса – это символ андеграунда, а для Блэка это одновременно и анаграмма слова искусства, и единственное животное, которое способно пережить апокалипсис. Блэк Люра не злится на Бэнкси из-за заимствований и признает, что у того в работах все-таки больше провокации и юмора. Просто Бэнкси все знают, а Блэк – это олдскул. Этот дедушка бомбил еще до того, как это стало мейнстримом. Началось все с поездки в Нью-Йорк, который просто утопал в тегах и граффити. Блэк спрашивал своего друга: «Qu'est-ce здесь творится?» А тот отвечал: «Сектант, peut-être». Блэк решил повторить подобное в Париже, но уже при помощи трафаретов. Считается, что он первым в стрит-арте до этого додумался. Будучи ребенком, он видел в Италии на стенах зданий трафаретные рисунки, которые остались от пропаганды Муссолини. Фашизм осуждаем на любой территории. Благодаря Блэку в городе помимо настоящих крыс появились еще и трафаретные, хотя некоторые из них были больше похожи на кошек. Когда полицейские ловили Блэка за работой, то спрашивали: «Qu'est-ce? Политика?» А тот отвечал: «Но-но-но, искусство». И они отставали. Хотя штрафы потом все равно приходилось платить. С тех пор Блэк стал работать только на легальных стенах и сказал своему стрит-арту: «Ну вот и все». Главный любимчик Блэка – Ричард Хэмблтон, так называемый шэдоумен из тусовки Харринга и Баския. Он имитировал на улицах следы преступлений и изображал темные экспрессивные силуэты, похожие в сумерках на чьи-то тени. И тени котиков. Мяу. Все это вдохновило Блэка на трафареты размером побольше. Он посвящал их музыкантам и художникам. Пикассо, Баския, Уорхолу, Йозефу Бойсу. Странно, что Бойс без зайца, ведь это его самый известный перформанс. Десятки раз Блэк воспроизводил старика в кепке, потому что тот однажды рисковал жизнью, когда говорил то, что думает. Всегда актуально. Образ журналистки Флоран Субина тиражировался, когда ее похитили в Ираке. И никто во Франции об этом не хотел говорить. А потом заговорили и даже спасли. Омажи чисто по классике. Микеланджело, Леонардо, пардонне-moi, не эти. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Мане. Не только же им в музеях висеть. Мадонну Ди Лоретто по мотивам Караваджо Блэк посвятил своей жене, как признание в любви. Она всегда его поддерживала и особенно поддерживает сейчас. В последнее время Блэк все чаще говорит о том, что мир на пороге Третьей мировой. И виной всему имперские амбиции.